Всем привет, с вами Дэн и Aviate, бренд, который посвящен авиации, который очень многие любят за то, что у них всегда необычные, нестандартные и, я бы сказал, не скучные дизайны. И классная коробочка еще к тому же. Так, вот он здесь, Aviate, да, открываем, значит, смотрим, здесь карточка. И самое главное, конечно же, часы. Сейчас мы все с вами распакуем, а потом будем, конечно же, более детально с ними знакомиться. Мне нравится этот дизайн, он прикольный. Когда еще на картинке увидел, уже подумал, что и вам будет интересно про них посмотреть. Итак, значит, референс у вас сейчас на экране, а вообще модель называется Hawker Hunter Atlas GMT. Ну, Hawker Hunter это, собственно, в честь британского истребителя конца 40-х, и они, как заявляется, постарались отразить стилистику кабины истребителя в этих часах. Честно говоря, мне кажется, это уже такие более современные, гораздо более современные часы. В корпусе подушка такой угловатый. И мне скорее, наверное, все-таки напоминает что-то такое современное, да, из авиации, но, наверное, не прошлого. Но это, в принципе, не так и критично. Самое главное, что, модель просто бомбическая. Смотрите, как классно сделано. Здесь такое покрытие, да, у нас серое, под сталь, такую темную авиационную сталь. И безель чуть-чуть другого оттенка. Класс. Aviate, кстати, не первый раз делает такую фишку. Иногда полностью корпус такой, иногда вот частично. И мне нравится и застежечка здесь. Блин, это причем не PVD-шная, когда вот черное делают, а это именно какую-то вот более темная. Просто здесь сталь на корпусе. Напишите, кто понимает, как это делается. Потому что мне очень нравится эффект, выглядит просто круто. И для авиационных таких, для инструментальных часов, как кажется, максимально интересно смотрится. Так, задний... Ух ты, красиво, какой ротор здесь такой сделали, оранжевый. И здесь GMT, города разнообразные и разница в часовых поясах. Кстати, вот инструментально и полезно именно вот такую информацию здесь на задней крышке. Молодцы, Aviate, уже второй раз у них увижу такую штуку. Москва есть. Класс, молодцы, вот это круто. Вот это круто, когда задняя крышка, она для дела, а что называется, не для украшательства. Нет, к сожалению, системы быстрой замены ремешка, что по остальным характеристикам. Значит, Seiko NH34 здесь, рабочая наша любимая лошадочка с GMT, естественно. Японский люминофор заявлен, минеральное стекло, она чуть-чуть выпирает над безелем. 50 метров водозащиты, кожаный ремешок. И цена на момент записи ролика на Джуме, я их брал в Creation Watches, да, в сингапурском магазине, где-то чуть-чуть меньше, чем 22 тысячи рублей. Мне кажется, за эти характеристики это прям очень и очень приятная цена. Но давайте, прежде чем поговорим про дизайн, про, собственно, циферблат, еще пройдемся по размерам. Значит, у нас по безелю 44. По корпусу, ну, тут немножко такие наплывчики около заводной головки, наверное, будет побольше. Да нет, в принципе, 44,5. Высота, стекло чуть выпирает, ну, в общем, 14,7. И ремешок 22, так что можно ставить стороннее легко. И 54 у нас от ушка до ушка. Мое запястье 18,5. Ну, собственно, вот такие крупные. Маскулинный, но при этом довольно-таки свежий, я бы сказал, по стилистике, по дизайну. И вот прям видно, да, что полированные метки, они добавляют немножечко эффекта шика. С точки зрения того, чтобы передать, да, там вот именно кабину истребителя, я думаю, это не совсем правильно. Но мы понимаем, что эти часы не для пилотов, а эти часы для стиля. И классно. Мне нравится. Они выглядят ярко, сочно, современно. Летом можно носить, можно на осень такие часы. Прикольно. Нравится подушка. Я уже соскучился по подушкам. Очень мне нравится такой форм-фактор. И он сейчас, к сожалению, не так часто встречается. Увы, да. Ну вот Aviate сделал красиво. И здесь еще такой прям угловатенький корпус. Матовый, что хорошо. И много нюансов таких вот здесь. Полировочка у нас на грани ушка, полировочка чуть-чуть, да, сверху на верхней части корпуса.
много фишечек и нюансов. Очень круто. Деталей прям полным-полно. Еще винты здесь по корпусу идут. И, кстати, эта часть, по-моему... Нет, эта часть общая. Это фальш-винты все-таки. Но выглядит, как будто бы плашка прям отдельно прилеплена. Прикольно. Так, безель у нас на 60 кликов. GMT-шный безель, есть GMT-шная стрелка. Так что, в принципе, в 2-часовых поясах можно время замерять. Точнее, даже в 3, да, свой домашний. Стрелочка еще один маленькая, да. И, в принципе, по безелю еще. Так что много всего здесь. Дата вписана по авиационному, у отметки 6 часов. Здесь такой стрелочкой. Красиво, красиво. И в целом, смотрите, еще внутреннее кольцо перекликается с внешним. Да, здесь получается. Здесь, кстати, нечетные на кольце на внутреннем, а четные на безеле. Интересно. Ну, дизайнеры прям поработали над этими часами. Мне нравится. Классно выглядит. Объемно. Прям чувствуется, что много воздуха, много объема в циферблате. Он прям высокий такой, да? И метки объемные, крупные, и минутная разметка. Минутная разметка вообще по боковой части ранта идет. Много уровней здесь на циферблате. Ну, они умеют и любят делать такие цифры, и мне нравится. И стрелки. Фирменные такие прикольные стрелки, когда они Нет, они скелетонированы, но при этом они выглядят... Ох, класс, вот это прям... GMT прям между стрелкой. Класс, нет, стрелки мне нравятся, стрелки классные. Читаемость шикарная, потому что разные, крупные, и при этом они еще и такие скелетонированные для дела, опять же такие. Класс. Ну, ребята, не знаю, как вам, мне очень нравится эта модель, она прям в плане дизайна, в стиле завораживает. И давайте посмотрим здесь, конечно же, по качеству у Aviate, особенно с учетом ценовой категории, мне кажется, это прям респект, очень круто сделано. Красавцы. Стоп. Сапфировое стекло. Я вам сказал, что здесь минеральное, но на задней крышке указано сапфировое. Знаете, почему я вам сказал, что здесь минеральное? Потому что на официальном сайте написано, что минеральное. И кто-то здесь, в общем, что-то не так говорит, поэтому сейчас мы проверим. Так. Ну, кстати, они правы. На сайте указана минералка, она на самом деле минералка. То есть, здесь сапфира нет. На задней крышке написано сапфир, и сапфир... И сапфир отсутствует. Это недоработка. И это, ребята, недоработка. За исключением вот этой вот глупости на задней крышке и того факта, что здесь все-таки хотелось бы систему быстрой замены ремешка. Хотя ремешок, в принципе, неплох. Но к таким часам вот точно захочется разное попробовать с ними. И я бы, конечно, предпочел, чтобы здесь была система быстрой замены. Тем более, сейчас уже практически все ее ставят. Особенно, что касается микробрендов. 118 грамм. Все остальное здесь, как мне кажется, очень круто. Очень ярко, интересно, сочно и в приятном форм-факторе. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.